Инцидент, произошедший недавно во дворе одного из жилых домов в Калининграде, взбудоражил общественность. Молодая мама по имени Анастасия стала жертвой агрессии со стороны мигрантки из Киргизии, которая прогнала ее дочь с качелей и, после словесной перепалки, схватилась за ее волосы. Ситуацию усугубили слова нападавшей о том, что Калининград – это немецкий город. Еще один возмутительный случай с участием мигрантки привлек внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и произошел в Твери. Женщина в хиджабе спокойно смотрела, как ее дети разбирали городскую брусчатку у фонтана. А когда русская женщина не побоялась сделать замечание, на нее напали. Все подробности этих событий в нашем сегодняшнем выпуске. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Обратимся к истории, произошедшей в Твери и недавно ставшей публичной. Там женщина в хиджабе сначала наслаждалась, как ее дети разбирают городскую брусчатку у фонтана, а потом напала на русскую, которая сделала ей замечание. На самом деле, этот инцидент случился даже не некоторое время назад. Брусчатка по кирпичикам разбиралась еще в последних числах мая текущего года. Но внимание руководителя СКР все это привлекло только сейчас. По данным СК, ролик был опубликован в медиапространстве. Дети мигрантов повредили брусчатку около фонтана на одной из улиц города Твери. В ответ на сделанное им местной жительницей замечание их мать повела себя агрессивно и напала на женщину. Теперь уже в СО-СК России по Тверской области началась доследственная проверка инцидента, а в центральный аппарат СК уже будет представлен доклад о ее результатах. Что же произошло в майский день? По данным автора поста, опубликованного в местных группах, она стала свидетельницей просто потрясающих махинаций детьми трудолюбивых иностранных специалистов. Вот так дети иностранных граждан разбирают брусчатку на фонтане на Николая Короткова у Светлячка и бросают кирпичи в фонтан. Один из детей привел нас к маме. Я попросила все достать и восстановить. Мало того, что никто из них не понимает русский язык и на нем не говорит, так еще умудряются подымать на нас руки. Хотелось бы, чтобы органы обратили внимание на данную ситуацию, приняли соответствующие меры и проверили, откуда у данных лиц гражданство, пишет женщина. Она, судя по всему, оказалась не из робкого десятка. Увидев правонарушение, она попыталась выяснить отношения с мигранткой в хиджабе, догнав ее и попытавшись поговорить. Разговор явно не задался. «Мамочка, вы в какой квартире живете?» – спросила она. «Тебе не стыдно?» – парировала мигрантка безо всякого банального уважения и тыкая в лицо. «Мне не стыдно. А вам не стыдно, что так детей воспитали?» Попыталась узнать женщина, но тут произошло неожиданное. Ее просто ударили, попытавшись выбить из рук телефон. На этом съемка завершилась. Люди в комментариях крайне возмущены произошедшим и требуют наказать иностранную специалистку. Случай в Твери – не единственный пример конфликтов между местными жителями и мигрантами. В других городах России регулярно происходят подобные инциденты. Перенесемся в Калининград. На днях местная жительница Анастасия отправилась на прогулку с 9-летней дочерью и 4-месячным сыном. В ходе прогулки во дворе они встретили подругу дочери. В итоге девочки направились к качелям, а Анастасия начала неспешно гулять с коляской. Вскоре к дочери и ее подруге подошла женщина по имени Дилара, уроженка Киргизии. Дилара без стеснения прогнала детей с качелей и села на них сама, чтобы побеседовать со своей взрослой подругой. Разочарованные девочки вернулись к Анастасии и пожаловались на наглую женщину, занявшую качели. Женщина решила защитить детей и выразила свое возмущение действиями Дилары. Но тут началось самое интересное. Едва Анастасия начала говорить, как к месту событий стали подтягиваться подруги Дилары. Без лишних церемоний группа женщин азиатского происхождения начала давить на Анастасию с вопросами вроде «Ты вообще кто такая?», чувствуя свою власть над ситуацией. Дилара схватилась за волосы Анастасии и попыталась повалить ее на землю. Хуже всего было то, что ее старшая дочь была вынуждена наблюдать эту сцену рядом со своим младшим братом. К сожалению, муж Анастасии не мог вмешаться в беспорядок, так как в этот день находился в командировке. С трудом вырвавшись из рук Дилары, Анастасия ощутила сильную боль в голове и шее, поняв, что у нее выдернули большой пучок волос. Ее супруг, с которым она в тот момент говорила по телефону, описал произошедшее. По его словам, против молодой девушки в итоге выступили 5. 4 женщины в возрасте от 40 до 50 лет и 1 мужчина. После инцидента Анастасия через своих знакомых обратилась к активистам организации «Русская община» и «Северный человек», которые быстро прибыли на место происшествия. Вскоре на месте появились и полицейские.
Они приняли заявление от девушки и порекомендовали зафиксировать побои. Но самое любопытное началось, когда сотрудники полиции приступили к допросу инициатора конфликта. Дилара была абсолютно уверена в своей правоте и заявила, что Калининград – это не русский город. Получается, что некая грубая особа, которая даже не владеет русским языком, оспаривает историю. Вот это поворот. В результате калининградцы подали коллективное заявление в полицию, где подробно описали все прелести культурного обмена с участием гостей из республик Средней Азии и их бедных детей. Местные жители утверждают, что дети этих гостей постоянно обижают русских детей. А те, кто жалуется родителям, сталкиваются с угрозами. Интересный факт: девушка по имени Анастасия, которой вырвали пучок волос, уже не раз была вовлечена в подобные культурные обмены с детьми из Азии. Теперь будет любопытно наблюдать за дальнейшей судьбой Дилары и других участников этого вопиющего инцидента. А теперь ненадолго перенесемся в Оренбург. Недавно в сети завирусился ролик, в котором наглядно демонстрируется, как выходец одной из южных республик с малолетства учит своего сына плевать с высокой колокольни на законы страны, в которой он живет. Владелец новейшего премиального внедорожника Mercedes Гелендваген любит наслаждаться ездой по российским дорогам с ветерком. Этот яркий персонаж выделяется своим внешним видом, на шее у него болтается золотая цепь, похожая на канат. На запястье массивный браслет, а на пальце красуется кольцо-печатка с бриллиантом. Его лицо скрыто за темными очками в золотой оправе. Однако внимание пользователей привлек не сам владелец, сидящий на пассажирском сиденье, а тот, кто находится за рулем. За рулем оказался его сын, и если кто-то подумал, что мальчик просто играет с рулем родительского автомобиля, то это далеко не так. Молодой водитель уверенно передвигается по оживленным улицам Оренбурга под одобрительные возгласы отца и звуки музыкальной композиции группы «Бутырка», «Я плюю на закон», «Вы меня в лагере». Судя по видео, отец явно гордится тем, как уверенно его сын справляется с управлением. В течение всей поездки они оба демонстрировали знакомый жест пальцами козу, что должно было подчеркнуть их семейную крутизну. Отец подбадривал сына словами «газуй», и юный водитель с удовольствием выполнял указания. Поведение этих людей действительно выходит за рамки допустимого. Они искренне верят, что после украшения себя золотыми аксессуарами и пересаживания из простых транспортных средств на роскошные автомобили они автоматически становятся частью российской элиты. Судя по тому, что этот человек выложил видео в сеть, он не боится возможного привлечения к ответственности за передачу управления транспортным средством лицу без водительских прав. Ведь для него административный штраф в какие-то 30 тысяч рублей – сущие копейки. Этот обеспеченный гражданин, видимо, накопил состояние благодаря своим весьма полезным для России делам, таким как открытие шаурмичных или выигрыш тендера на укладку асфальта. И самое примечательное в этой ситуации то, что никаких последствий для отца не будет. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!